Всем привет, друзья! Сегодня поговорим об ароматах на Хэллоуин, о таких каких-то мрачных ароматах для нечисти, возможно. Ну, какой-то красивой картинки я не обещаю вам, потому что это такое спонтанное видео. Все уже блогеры повыкладывали видео об хэллоуинских ароматах. В прошлом году я тоже снимала такое видео. В этот раз я постаралась не повторять прошлогодние ароматы, выбрала другие. Тут всего, как видите, 2 флакона, одна миниатюра и несколько, и 4 от Леванта. Ну, я подумала, что от Леванта тоже могут участвовать, какая разница, во флаконах они у меня или нет. В принципе, я не гонюсь за какой-то визуальной красотой тут, просто душа просит праздника. Хэллоуин тоже какой-никакой праздник, и поэтому в честь него захотелось снять такое видео. В общем, ближе к делу, как говорится. Первый аромат — это Danger Rose Blue Marine. Тут сам флакон как бы намекает на какую-то мрачность, готичность. Базилик. Базилик и роза. Он такой прохладный. Возможно, тут больше за счет флакона такое создается ощущение. Но тем не менее. Но аромат очень интересный, с нишевым звучанием. По поводу именно Хэллоуина, мне кажется, что здесь какой-то отсыл идет к... мне представляется какая-то принцесса, заточенная в замке. Не знаю, вот такое ощущение. Вот, возможно, там есть сад с розовыми кустами, где она может прогуливаться, но за забор выйти не может. Вот такая картина. Такая нежная, красивая девушка, которая живет в замке. По своей воле или нет, но тем не менее. Вот у меня вообще не так много было поводов его носить. Я его носила очень редко. И ношу очень редко. Почему-то вот действительно мало возникает таких вот настроений. Поэтому мне кажется, что вот Хэллоуин как раз, наверное, один из немногих поводов, на которые его можно носить. Поэтому чем не повод такой вот мрачный готический праздник. Следующий аромат — это вот эта миниатюра, которая так и называется Хэллоуин. Вот, как его, Хесус дель Поза. Ну, не знаю, вот тут почему так назвали этот аромат. Ну, хотя да, он такой вот, не знаю, может, с моей миниатюрой там уже что-то не так, но мне пахнет он какими-то цветами и застоявшейся водой. Ну, попробую его нанести, конечно, на днях и посмотреть, как это будет, какое настроение он дает. Просто интересно. Да, какие-то зеленые стебли в воде. Если цветы, то такие подвявшие, не свежие. Попробую носить в этот период времени. Это аромат для какой-то водяной нечисти, для русалки. Ну, не иначе, действительно, для русалки подойдет. Следующий аромат. Давайте теперь от Леванта перейдем, а потом уже дальше. Значит, два таких аромата, связанных с библиотекой, ну, как бы и один, и второй. Вот Вайреда библиотека называется, да. Ну, в принципе, он пахнет сливовой кожей, кожей со сливой. Вот такое сочетание. Такая кожа не слишком грубая, сухая, и с сливовым оттенком. Аромат, ну, как говорят, фручули, да, фрукты с пачулями. Ну, такой, да, вот для меня он имеет осенний вайб. Вот такой вот он согревающий, но за счет кожаной ноты такой немного мрачноватый.
Для меня есть что-то в нем такое мрачное, осеннее, поэтому включила его в подборку. И опять же, да, библиотека это тоже навевает какой-то такой настроение какого-то тоже поместья, где есть старинная библиотека. И аромат Ксержов Александрия 2. Тоже такой, мне кажется, аромат вполне мрачный, хэллоуинский. Александрия пахнет палисандром, лакированным деревом, тоже отсылает к какой-то старинной библиотеке в городе Александрия, в столице империи Александра Македонского. Это, да, что-то очень такое. Аромат чем-то мне напоминает Tom Ford Woodwood. Вот такое направление. Тут много нот, по-моему, уд тоже тут присутствует, насколько я помню. В общем, я его носила, уже тоже такое очень осеннее у него настроение, очень так он созвучен с увядающей природой. И, конечно, да, вот это настроение каких-то старых домов с деревянной обшивкой на стенах, какого-то старинного замка с большой библиотекой, с какой-то мебелью лакированной. Вот это лакокрасочная такая химическая тема в нем очень так хорошо проявлена в сочетании с удом. Вот. Есть какие-то тоже, наверное, и цветочные ноты, и мускусные, но я особо не ощущаю. Для меня вот он весь такой вот, такой древесно-горелый, удовый. И с вот этой мебельной химией. Следующий аромат это Монсера, тонко-кола. Вот тоже мне он пахнет по-хэллоуински, мрачно, и пахнет мне какой-то не кока-колой в данный момент, а пахнет глинтвейном с какими-то еще еловыми веточками. Что-то тут, видимо, есть какое-то дерево, типа елки или эвкалипта. Кока-кола тоже содержит, наверное, такую ноту. Но вот мне кажется, это, если брать осеннее настроение, то глинтвейн с елками. Тоже такой согревающий аромат. Достаточно. Как-то летом он мне особо не зашел. Сейчас вот буду его носить осенью и зимой, потому что такой в нем больше вайб слегка мрачный. Да, вот хорошо зайдет, я думаю, на этот праздник и созвучен с осенним настроением, когда хочется укутаться, выпить глинтвейна и просто погрустить. Я это делаю часто осенью. Сейчас осень так резко наступила, и очень трудно как-то перестроиться. И вот морально как-то очень давит на психику, мне кажется, вот это вот все, вот это погода и состояние соответствующее. Пока еще организм не адаптировался, не привык. Слишком резко похолодало. Теперь дальше аромат Ангел и Демон. Живанши. Мне кажется, тоже тут и само название как бы намекает, да, на что-то мрачное, такое эротическое. И сам аромат содержит ноту лилии. А лилия это такой, считается, какой-то похоронный цветок. Считается, что аромат лилии придает мрачного настроения, какого-то кладбищенского и так далее. Например, в аромате Лулу Кашарель тоже содержится лилия, но там намного все, конечно, тяжелее и еще мрачнее. Лулу я не стала сюда включать, у меня был дезодорант с ароматом Лулу. Как-то не слишком часто я им пользовалась, если честно. Аромат интересный по-своему, но тоже мало поводов находилось его на себя нанести. Ну, а Ангел и Демон это более женственная тема, конечно. Тут как-то все более мягко. Лилия
Тут в сочетании с пудровыми нотами, еще с какими-то цветами. Наверное, с жасмином и розой, скорее всего. Я не помню уже пирамиду. Но аромат достаточно такой женственный. Хочется как-то одеться красиво, женственно, сексуально и выйти. Неважно куда, на работу, на прогулку. В общем, он такой аромат для молодой красивой ведьмочки. И последний аромат, как мне кажется, который, ну, наверное, больше всего, по моему мнению, передает настроение Хэллоуина, это пачули Мажик от Новой Зари. Вот почему-то именно он, как мне показалось, подходит в хэллоуинскую тему, потому что он пахнет такими сухими подвальными пачулями. Не знаю, я влажности какой-то в нем не слышу, но все равно вот это вот именно настроение вот этого осеннего леса, какой-то землистости. И да, вот в нем прям есть вот эта мрачность, ну, может, не столько подвальная, сколько, ну да, пачули тут, что называется, подвальные, но больше в какой-то лес меня переносит этот аромат. Какой-то лес с опавшими листьями. Запах вот этой земли, не сырой, а больше какой-то сухой, мне кажется. Вот этот аромат, наверное, я даже сегодня им воспользуюсь. Хэллоуин завтра, насколько я понимаю, 31 числа. Но вот этот аромат очень-очень прям в это настроение попадает. Это прям самый настоящий Хэллоуин. Это магия пачули. Пачули Magic от Новой Зари. Аромат стоит сущие копейки. Я не скажу, что он какой-то суперстойкий, хотя вот он у меня лето постоял, я им не пользовалась. Попробую попользоваться сейчас. Может, он как-то немножко отстоялся, но стоит он рублей 800. Даже дешевле можно найти на маркетплейсах. Ну, очень, конечно. Про него много всего сказано на ютубе. Многим блогерам он нравится, его хвалят. Конечно, про него что-то новое сказать уже трудно, но как хэллоуинский, мне кажется, он очень-очень подойдет. Очень он попадает в этот вайб, в это готическое мрачное настроение. И он немножко еще пахнет шоколадом или какой-то оберткой от шоколада. В общем, такое вот тоже кофейно-шоколадная тема в нем присутствует, поэтому, может быть, он будет немножко скрашивать нам вот это настроение осеннее. И это будет, я надеюсь, не такая прям печальная грусть, а будет какая-то светлая грусть с этим ароматом этой осенью, чего и вам желаю. Если будете грустить, то чтобы эта грусть была светлой и немножко приятной, как бывает осенью. И даже хочется такого настроения, потому что 4 сезона меняют друг друга, и каждый по-своему прекрасен, по-своему интересен. И осень я очень люблю. Расскажите, какие ароматы для вас самые хэллоуинские, самые мрачные, самые готичные, подвальные и так далее. Поделитесь своим мнением. Мне будет очень интересно почитать. Всем удачи, хорошего дня и пока-пока.